Ну что думаешь по поводу лестники? Ну такая лестница. Всем привет, с вами МШ. Я приехал в Галич. Приехал я не один, приехал я из Питера тоже с товарищем. И еще один, который находится в зале ожидания. Мы находимся на железнодорожном вокзале города Галич и ждем ребят, которые поедут с Москвы. Сегодня у нас будет самый настоящий гей-парад, можно сказать, даже гей-митинг. И всей веселой нашей толпой мы полезем на высоту 354 метра на галичскую телевышку. Оставайтесь! Вот, я вас не обманываю, Северная железная дорога, город Галич. Это еще один питерский товарищ. Прибыли мы сюда в... Скажи привет. Пока. Концевой, ладно, я его под конец вставлю. Вот. Прибыли мы сюда в 5:09 утра, и в 7:23 как раз должны приехать ребята. Зал ожидания города Галич – это стратегический объект, поэтому здесь снимать нельзя, как мне говорят. Поэтому я почти не снимаю. Опа, бежим на другую платформу через железнодорожный мост встречать ребят. Там помимо москвичей еще приезжает знакомая Ксюха с Кривого Рога. Так что у нас такая международная повазка на галичскую вышку. Так что так вот. Короче, гоним. Левша! Иван, здорово! Нас очень много. Привет. Слушай, с нами рандомный пассажир едет, Андрюх. Андрюх, с нами рандомный... Сейчас. Давай. Я должен похудеть немного. Рандомный пассажир на улице. Человек тоже оказался, едет с нами. Как вы говорите, вас зовут? Всего мы поняли, Серега, знаешь, сколько Просто с нами, да? Короче, такая вот фигня. Кависрол сборим. Можно идти паковаться по тачкам. Гоу! Толпа кависов такая немножечко увеличилась в размерах. И, в общем, все костромские, московские и криворожская дывчина направляются к тачкам, дабы отправиться в сторону вышки. Прекрасная представительница Галича. Да нет, мы все будем... Нет, вы очень фотогеничны. Вот я, вот смотрите, видите, у меня 2 подбородка. 7. Нет, а у вас все хорошо. У вас гладенько. Вот, поэтому желайте нам удачи. Все будет хорошо. Вам тоже. Не разбейтесь. Не, куда мы денемся? А что, там уже люди разбивались? Не-не-не, мы адекватные. Ладно, спасибо вам. Гоу в машину. Короче, в нашем распоряжении 3 автомобиля, на которых мы в пару заходов и отправимся в сторону вышки. Ксюша, мы с тобой на задние сиденья. Ксюха нашла шапку в Макдональдсе. И она в тему, да. Еще бы найти по дороге сапоги, потому что я в кедах. Еще бы не теплая. Он сказал, что со мной целоваться не будет. Ну ладно, варианты есть. Я чеснок ел, извини. Детка, вот такая. Забочься тебе, дорогой. Не зря гей-парад, да. Итак, мы едем уже, на самом деле, довольно долго едем, потому что дорога довольно-таки сильно заметена снегом, поэтому безопасность наша все. Говорит человек, который сейчас полезет очень весело на вышку, которая сквозь так дрожь уже начинает виднеться за деревьями. Вот она туда устремляется наверх. Рядом с дельфинчиком она была. И, в общем, скоро мы туда также устремимся наверх. Надо будет дать инструктаж по тому, как пользоваться опять обвязкой и так далее. В общем, вспоминаю тут недавно выложенное видео про ОМК, а также всех попросить сходить в туалет, естественно, перед подъемом на вышку, дабы не возникло никаких казусов. Да, неловкие паузы, когда мальчики, отвернитесь, пожалуйста. Не возникнет, все нормально. Все уже скукоживает заранее. Да, я оценил. Мы приехали. А теперь я... Ёкарный стыд, свет, офигеть, жесть вообще просто, мать моя женщина, отец мой девственник, тюлени. Ребят, вы видите, какое количество наледи, что там проходит сверху, находится сверху. Короче, я не могу передать это моя первая эмоция. Там вообще куча матов на самом деле. На самом деле лестница по ГОСТу не как в электростале, залезать будет удобно и не напряжно. Серж всегда может успокоить. Единственное, там 40, не 40, чуть меньше метров лестницы нет, сейчас будем что-то делать. Там нормально все, справимся. Один ездит, другой... Этот опыт есть, нормально. А те все сели, да? Ребята на летней резине просто радуются, доезжая сюда. Там называется процесс прозрения по полной программе. Может быть, пойти их толкнуть, что ли? Сейчас идет процесс паковки-перепаковки. Что-то останется в машине, что-то оденется на меня в качестве одежды дополнительной, что-то перегрузится в рюкзак и полезет со мной наверх. Часть машин отправится
за оставшимися ребятами на станцию. А мы пока здесь будем готовиться к восхождению. Заходим в здание. На самом деле здесь кроме вышки ничего больше интересного нету. Вот здание застроенное, лестница, битый кирпич. И в общем, больше-то по большому счету ничего и нет. Место, где мы находимся, должно было стать передающим радиоцентром. Самая интересная нам тут деталь, высоченная мачта, не смогла бы выполнять свою функцию без технического здания радиоцентра. Сами радиопередатчики и устройства для их работы должны были располагаться здесь. Отсюда сигнал шел бы по фидерам к антеннам, расположенным на мачте, но не срослось. Занимайте места согласно купленным билетам. Здесь уже горит костерок, здесь уже миленько, хорошо, уютно. Маленький камин, даже топор и дрова. Обалдеть! Сейчас пойду провешивать верье, так как отсутствует часть лестницы, и та временная такая деревянная возведенная лесенка, она не внушает, скажем так, чувство надежности. Можно спокойненько навернуться с нее, и поэтому лучше провесить веревку, чтобы народ лез, и если даже сорвется, чтобы на жумаре повис. Какой-то элемент безопасности будет. Нет, конечно, если одному, вдвоем, то втроем лезть это еще можно, но при том количестве народу, который у нас, очень сильно повышается риск того, что что кто-нибудь навернется со ступенек. Давайте вернем внутрь замечательной вышки, 355 метров наверх. Везде разные данные все время разнятся, то 354 метра, то 355. Сделал шаг, иди до конца. Калининград, Пермь. Итак, первые шаги для конца довольно-таки легки, потому что здесь еще есть металлическая лестница, по которой можно подняться наверх. А вот дальше уже будет тяжелее. Дальше уже будет вот эта вот деревянная самопальная прибуда, которая, честно говоря, нифига уважения не внушает. Меня вот это вот не радует ни разу. Должен не хватать. Так, заваренная лесенка. Здесь уже все распилено. И так вот хорошо. Скажем так, не шибко надежно все это выглядит. На скотч. Опа. Моя тяжелая тушка, конечно, не очень рад этому всему. Холодный подъем 2015. Дорогие товарищи, так называется наш сегодняшний сейшн, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Я старый, толстый, поэтому задеваю все, что можно, но тем не менее ползу наверх. Вообще не забываем, что я боюсь высоты. Я уже ее боюсь. Ладно, меньше слов, больше дела. Так, да, некоторые ступенечки уезжают, но тем не менее я забрался. И сам прикол, что мне еще предстоит спускаться вниз. Но я сейчас привяжу веревку
И потом уже спущусь. Ой, с рюкзаком здесь будет лезть не очень удобно. Это я скажу честно. Сейчас до площадочки долезу и здесь и закреплюсь. Холодненько. А вот и первый косяк. Начали отваливаться ступеньки у лестницы. В силу того, что они приделаны, естественно, слишком ненадежно. Народу много. Карма сейчас привязывает их. Я навязал верье. И спустившись вниз по нему, проверив, вот я на десантере спустился вниз, в принципе, уверен, что эта веревка выдержит, и по ней можно будет как минимум подняться, страхануться. Жумар есть. Сейчас будем соображать. Ну, естественно, обвязка на всех одна, поэтому каждого сажать в обвязку это просто нереально. Мы тут вымерзнем. За нами наблюдают. Карма, конечно, старался привязать ступеньки, но, тем не менее, нельзя быть уверенным в этих всех вязках, и на всякий случай, хотя бы обмотав вокруг руки репшнур с карабином, Карма сейчас будет подниматься наверх. В случае чего. Карм, протягивай жумар просто выше, то есть вдоль веревки. Ты понял, да? Если что, он тебя будет держать за руку. Главное, чтобы она не вылетела из плеча, как каноничненько в Happy Tree Friends. Ну да, один пролез. Ну что думаешь по поводу лестники? Ну, так и лестница. И сейчас мы... Стесняшка, няшка-стесняшка. Правильно, а то мало ли еще вышку разнесет. Так. Просто держи жумари теперь. Просто лезь. Ксюш, ты не пугайся, главное. Что? Ты говорю, не пугайся, главное. Ну такие звуки издаешь, я говорю, ты не пугайся. Вот. Я издаю какие-то звуки? Это не ты, ладно, извиняюсь. Ксюша сейчас полезет вверх, соответственно, в качестве страховки у нее жумар, обвязка, все, для чего это все и задумывалось. Готова? Конечно, готова. Детка. Всегда готова. Ксюха вполне успешно уползла наверх. Мы находимся внутри начала основания вышки. Вышки, как видите, она обита вся железом. Это когда сделали? В каком году? Это сделали в этом. Это в июле этого года. В июле, да. А потом приехали товарищи, распилили болгаркой окно, скажем так, дупло, сделали залаз. Но здесь понятно, что по лестнице нормально можно залезть. Ребята местные рассказывают, что та лестница, которую я вам показывал вначале, была вообще брутально обвязана из березин, смотанных колючей проволокой. В общем, это так и немножечко Челябинск. Так что таким вот макаром, всякие разные надписи, как обычно я люблю показывать. Но где-то здесь было... Вон. Спасибо за перчатки. Стоп. Скажем так, люди-презервативы с болгаркой, вас ждет ад. А перед этим Укр. Что-то Укр. ЦСКА чемпион. Спасибо за перчатки. А это вот, видимо, эти самые перчатки, но мне кажется, в них довольно сложновато влезать сейчас будет. Хотя, если отлить на них, то нормально, они размягчатся. Итак, мы ползем наверх. Я привязал, в основном все лезут с рюкзаками вот так вот, закрепив их спереди себя, чтобы они не цеплялись за лестницу. У меня рюкзак большой, поэтому я его закрепил к обвязке карабином за лямки. Это немножечко упрощает ситуацию. Итак, мы с вами лезем на вышку. Почему же она такая высокая? Почему так манит всех? Уж сколько видео вышло про нее, а сколько народу побывало, да многие не по разу, и все равно туда стремятся. В принципе, ответы заложены в самих вопросах. Это самая высокая заброшенная мачта в России. Ее относительная доступность и высота в 354 метра привлекают экстремалов и просто любителей романтики отовсюду. Ну а мой блог несколько технический, так что нагружу вас инфой. Вышка А-330. Технически корректно называть ее не вышка, а антенно-мачтовое сооружение. Проектная высота 354 метра. Тут все просто. Чем выше, тем дальше будет добивать сигнал с нее. На территории Советского Союза подобных галечской мачт различной высоты было построено довольно много. Как пример, почти идентичная мачта в поселке Пролетарий, рядом с Великим Новгородом. Цель строительства мачты А-330 и примыкающих узлов передающего центра была вполне логичной – улучшение качества теле- и радиотрансляции близлежащего региона. Но, как обычно, развал Союза все похоронил. Наступили лихие 90-е, оборудование, что успели завести, растащили, ну а мачта осталась стоять и напоминать о былых планах уже несуществующей страны. Сама мачта спроектирована в Центральном научно-исследовательском институте строительных металлоконструкций, который, благо, и поныне жив и цел.
представляет из себя четырехгранную решетчатую призму с базой 2,5 на 2,5 метра. Несущие конструкции выполнены из труб. Грани стволов образованы трубчатыми поясами, раскосами и распорками и собирались из пространственных секций длиной 6750 мм. Соединение идет фланцевым стыком на болтах. Строительство. Здесь информация со слов местных жителей, поэтому не стопроцентная. Так вот, предположительно, строительство осуществлялось методом наращивания. То есть, в теле мачты был установлен универсально подвесной самоподъемный кран, который поднимал конструкции мачты и после их установки и монтажа по ним же поднимался выше. Устойчивость мачты обеспечивается 6 ярусами оттяжек, сходящихся на 3 анкерных фундамента, по 2 оттяжки на 1 фундамент. Оттяжка представляет собой стальной канат с элементами натяжения и гашения колебаний. На верхней площадке установлена труба, ведущая на вершину мачты. Наш путь лежит туда. Я вообще боссом, я по угару. О, да. Ставь класс, если нравится. Если вообще меня слышишь. Все плюсы залазы на вышку. Я, по-моему, тут даже говорить нечего, все равно ничего не слышно. Так, спускается женщина, которая... я заснял! Снега получу. Сейчас мы узнаем, как оно там. Так, высоко в камеру, громко в камеру. Потрясающе! Сосульки горизонтальные, длиной 15 сантиметров. Дышать трудно, не долезла до конца. Ясно. Ну, а мы на самый конец. Много не долезли? Да порядка, наверное, 70. Понятно. Ну ладно, мы тогда наверх. Это просто праздник какой-то! Ну что ж, наш гей-митинг потихоньку собирается. В общем, вот такие дела. Почти 354 метра. Осталось еще чуть-чуть повыше забраться внутри вот этой трубы. И будет огонь-огонек. Она немножко шатается. И это привносит некоторую такую интригу, скажем так, в наши сакральные отверстия. Они сжимаются по максимуму. И даже у нее. Это Костромская область. 15 километров от города Галич. Что вы говорили, викинги? Да идут они. Уважаемые господа, у нас тут высоко и очень холодно. Я сейчас достану камеру, и, скорее всего, меня перестанет быть слышно. Поэтому, поверьте, здесь сейчас все изрыгают радостную брань, любуются высотой. У меня рука дрожит уже настолько, что... На высоте в 350 метров 355. 355 в которой я сижу. Девчата. Все отлично, кроме того, что я обледенела, а так все супер. Обледенела. Я тебя сейчас дам. Метров вниз. Вспомните, Даша? как я ходил в кроссовках на корабль дружный зимой. Вот у меня тоже самое Столкни его с вышки, а? Я люблю Ксюшку или... Каюшку. Она меня сегодня договорится. Возможно, следующих выпусков с МШ не будет. Ну, если это видео смонтировано, то, может, следующих выпусков не будет. Представляете, какой там штиль внизу? Ну что, тебе нравится в трубе? Да. Отлично. Я имею в виду, труба считается, не лестница. Это лестница.
Да не ходит вот эта лестница, эта лестница привалена намертво. Облака под нами плывут, это обалденно. Немножечко прохладно. О, да, нифига себе, GoPro так высаживается. Она уже, кстати, почти села. Мы сейчас, да, мы сейчас полезем вот туда вот упор и туда вот наверх. На самый-самый верх. Вы, наверное, удивляетесь, зачем мне солнцезащитные очки. Я вам скажу, они от снега летящего, как со скоростью большой и режущих, как бритва этих снежинок, очень сильно неплохо спасают. Зимой лезть на высоту – это своеобразное удовольствие. Ты перебарываешь свою лень и присущую человеку тягу к комфорту. Ведь на высоте ветер сильнее, температура ниже. Техника заносится снегом, аккумуляторы высаживаются, пальцы отмерзают. Но люди наперекор всему лезут наверх и получают это самое удовольствие. Нам более-менее повезло, что слой облаков был непостоянным, и можно было глядеть всю красоту, открывающуюся перед нами. Это сильно, это красиво, и затраченные усилия стоят того. Все, мы двигаемся вниз. Я еще помогу со страховкой Ксюхе. И мы уходим туда, в здание радиоцентра, где уже готовится хавчик и вся фигня. В общем, это, ребята, это полный атас! Не знаю, насколько меня слышно, но это полный атас! Засечем, что показывает альтиметр наверху вышки и что он покажет внизу. 508 метров. Тут, говорят, еще и свадьбу играли. Я вообще в шоке. Потому и замочек висит. А еще площадка раскачивается. На ней можно как на качелях качаться. Но поначалу я тоже очень сильно удивился. И дырки в полу. Высота – интересная вещь. Вот что такое 354 метра по горизонтали? Чуть больше длины Красной площади, несколько минут пешочком, а в вертикаль – это час подъема, ты оказываешься выше облаков. Ветер может и не ураганный, но вкупе с выпадающими осадками он вызывает обледенение всех конструкций, и эту наледь приходится сбивать первому, кто лезет. Проглядывающее сквозь дымку солнце также выглядит по-своему завораживающе. Все это дает уникальную романтику зимнего восхождения, хотя, конечно, находясь там и занимаясь в основном подъемом-спуском, трудно об этом думать. Но брошенный на эту красоту взгляд, и вот ты уже в состоянии секундного наслаждения. Насладился? Молодец. Ползи дальше, а то народ поджимает. Из-за того, что тягая рюкзак, запястья просто уже отмирают по-дикому. Но держимся, ползем вниз. О, обогнал Ксюху. Ну что ж, здесь на самом деле по сравнению с 300 метрами выше творится полный штиль. Нет, конечно, дует какой-то ветерок, но это реально полный штиль по сравнению с тем, что творилось там наверху. Несмотря на то, что я останавливался что-то поснимать, я догнал Карму. Сейчас он слезает. Мне вообще, по идее, надо будет Ксюху ждать, чтобы помочь ей сползти. Но пока первым делом мы займемся спуском моего рюкзака. Впереди нас ждет самая ответственная часть нашего мероприятия. Это спуск по вот этим деревянным лестницам. И если я еще буду спускаться, скорее всего, просто по лестнице, то Ксюшу надо будет по страховке стаскивать, спускать. Так что здесь, конечно, физухи не так много нужно, как на подъем остальных, чтобы поднять свое тело на остальные 350 метров. Но, тем не менее, эта часть самая ответственная, потому что, ну, согласитесь, раздолбаться здесь, уже в самом низу, это будет чрезвычайно обидно. Хотя, наверное, ты не успеешь понять этой обиды. Все равно высота довольно-таки серьезная, приличная, и хватит, чтобы разбиться. Ну и вот я нахожусь практически внизу. Очень такой интересный график получился. Разница по высоте составляет сейчас 350 метров, он мне пишет. Ну, понятно, что есть какая-то погрешность. И тем не менее, примерно можно оценить то изменение высоты, которое произошло с вами. Криво сказал, как обычно. Но я думаю, вы меня поняли. Обратно спускался не так, как залезал. Чисто по приколу. Сбросил верье, ребята оттянули мне его, и так в снег я и ушел. Главное, что не на колючку.
Опачки. Привет. Так, что, оттягиваете, да? Да. Пожелай мне приятного аппетита. Приятного аппетита тебе, детка. Твоя гречка ждет тебя. Давай. Подходите ближе, а то что? Так, стоп. И на колючку. Это могло быть жестко. Без малого, точнее даже больше 6 часов я провел на вышке, и за это время, скажем так, немножко проголодался. Поэтому, зная, что вы любите смотреть меня с различными ништяками, я желаю себе и вам приятного аппетита. Очень приятного аппетита. Ребята уже покушали или докушивают, поэтому я тут сейчас в таком в гордом одиночестве, снимаемый некоторыми камерами, буду вкушать различные ништяки. Так что кушайте, кушайте, ребята. Немножечко подзарядил свою бедную разряженную камеру. Да, я. Мы отправили первую партию ребят в сторону вокзала города Галич. И небольшой тесной компанией остались немножечко посидеть у костра и чуть пообщаться. Ксюша сушится. Ребята, насколько возможно, подсвечивают. В общем, общаемся, бла-бла. И вся фигня. Сейчас уже тачки подъезжают, и мы поедем прощаться в сторону вокзала. Все хорошее рано или поздно постепенно заканчивается. Эх. Пока-пока. Рано еще прощаться. Пока-пока. Ну и вот мы вернулись к тому, с чего начали, к вокзалу города Галич. Короче, церемония прощания. Огромное спасибо хочу сказать ребятам из Костромы, особенно Климу, который помог, сорганизовал всех ребят, и благодаря которому у нас был и транспорт, и еда, и все необходимые ништяки. Мне скромное спасибо за то, что мне вообще шизанутая эта идея пришла в конце ноября поехать на эту замечательную вышку. Ну и, в общем, всем спасибо, кто был в этом замечательном гей-митинге наверху на высоте 354 метра. Всем пятерок. Лайк и подписка, если нравится. Всем пока-пока. С вами были все мы.